Через день корабль снова подошел близко к Земле, но только за тем, чтобы забрать часть энергии ее движения вокруг Солнца. Совсем ничтожную часть для такого массивного тела, как Земля, но весьма существенную для такой песчинки в масштабах космоса, какой являлся корабль. Земля, несущаяся по орбите со скоростью 100 тысяч километров в час, на несколько минут ухватила мчащийся корабль невидимой рукой своего тяготения, отчего он снова неприятно заскрипел, увлекла за собой, заставила обогнуть себя, но не смогла удержать, и, словно выпущенный из пращи, корабль устремился к Марсу. Уже через сутки и Земля, и Луна обе одновременно помещались в иллюминаторе и выглядели как два висящих в пустоте полумесяца, побольше голубой Земля, поменьше серебристой Луна. Каждый день полумесяцы уменьшались в размере, и через неделю они были уже едва различимы невооруженным глазом, а через 10 дней они стали выглядеть в точности, как все остальные звезды, и затерялись в их толпе. Со всех сторон корабль окружила безбрежная и бездонная черная пустота, усеянная россыпями звезд. В этой бездне единственным ориентиром, сохранившим видимые размеры, осталось только Солнце. В первые дни Андрею удавалось бороться с чувством затерянности в бескрайнем космическом океане, смотря телепередачи, случайно доходившие с Земли. Он ухитрялся ловить их с помощью большой параболической антенны, первоначально предназначавшейся для дистанционного управления ракетой. Одна передача особенно его поразила. Приближались выборы, и старший брат понимал, что он обязательно проиграет их неолудитам, если только ему не удастся внести раскол в ряды оппозиции. Он уже не надеялся переманить избирателей на свою сторону, но некоторые из тех, кто собирался голосовать за неолудитов, могли бы клюнуть на нечто еще более радикальное, чем неолудитизм. Отколов часть избирателей с помощью какой-нибудь третьей партии, зеленые братья смогли бы сохранить власть, обладая менее чем половиной от общего числа голосов. Только такими тактическими соображениями можно объяснить то обстоятельство, что зеленые братья вдруг предоставили эфирное время лидеру партии афазитов, название которой происходило от медицинского термина «афазия», обозначающего утрату способности к речи. Афазиты представляли из себя кучку крайне зеленых экстремистов, еще более зеленых, чем неолудиты, и их никто никогда не воспринимал всерьез, считая обыкновенными сумасшедшими. И вдруг... «Нас часто заслуженно критикуют», — сказала дикторша, приятно улыбаясь, «что мы не даем возможность высказаться оппозиции. Сегодня мы попытаемся исправить эту ошибку и познакомим вас с точкой зрения одной из наиболее интересных политических партий». Лидер афазитов появился на экране, заснятый на фоне леса. «Братья и сестры, сегодня я познакомлю вас с Василием Лебезьяновым, удивительным человеком, человеком будущего. Он живет вот здесь, в этих девственных чернобыльских лесах, куда вот уже 30 лет почти не ступала нога человека. Сейчас мы пойдем к его местообитанию, а по дороге я расскажу вам об основных принципах нашего учения. Братья и сестры, всем вам по собственному опыту хорошо известно, что жизнь человеческая есть путь сплошных страданий.
Веками билась человеческая мысль в поисках их первопричины, но найти ее суждено было лишь мне. Лишь мы, афазиты, знаем путь избавления. Все остальные блуждают в потемках, натыкаясь на частное решение проблем, но не видя общего решения. Такими блуждающими являются, например, неолудиты. Им кажется, что достаточно уничтожить всю технику, и человечество вернется в век золотой. О, наивность! Техника является лишь одним из внешних выражений того, что творится внутри человеческих мозгов, проявлением мира духовного в мире физическом. И покуда не устраним мы внутренние причины противостояния человека природе, он будет уродовать ее и мучить себя. Ибо все страдания человека происходят от столкновения между естественным, физическим началом в его природе с одной стороны и искусственным, духовным, привнесенным извне физического мира с другой стороны. Мозги людей всего мира захвачены чисто информационными сущностями, подобными компьютерным червям. Эти черви, называемые идеями, идеологиями, мечтами, мировоззрениями, религиями, просто-напросто паразитируют на человеческих мозгах. Люди для них – это всего лишь исполнительные механизмы, передаточное звено от мира идеального к миру реальному. Управляя деятельностью людей, идеальный мир материализируется в физическом. Конечно, черви заботятся о том, чтобы род человеческий в целом приумножался, поскольку человеческие мозги служат им средой обитания. Но если им окажется выгодно послать какого-либо конкретного человека насмерть, они приведут его к гибели. Но даже если они не заставляют каждого всходить на костер за так называемые свои убеждения, они превращают жизнь всех людей в ад, ежедневно вступая в конфликт с естественными природными желаниями людей, диктуя вместо естественного поведения свое искусственное. Так как же человеку избавиться от этого рабства? Ответ может быть только один. Дабы избавиться от искусственного, надо обратиться к естественному, обратиться к природе. Братья и сестры, взгляните на животных, этих истинных детей природы. Они не знают никаких иных страданий, кроме физических. От всех прочих страданий они свободны. Им неведома ни зависть, ни разочарование, ни страх за завтрашний день, ни тысячи других человеческих мучений. В чем же тайна их блаженства? В отсутствии речи. Слова – вот из чего состоят черви, поселившиеся в человеческих мозгах. Пока в голове человека есть хоть одно слово, он не может быть свободен. Слово правит его восприятием действительности, а значит и поведением. Его природный, физический организм, живущий в природном, физическом мире, весь оказывается во власти паразита, пришельца из иного мира, мира абстракций. Цель нашего афазитического движения состоит в уничтожении всех слов, всех языков Земли, уничтожение самого явления речи и освобождение человечества от этого ярма, этого ига. Простите, но ведь ваше учение, как и любое другое, само является информационным червем. Вы и его хотите уничтожить? Вы уловили самую суть проблемы. Наш червь – это последний из червей, червь-перебейщик, червь-предатель всех червей, червь-самоубийца. Он пришел, чтобы навеки уничтожить всех червей, а затем и себя самого. Но как конкретно вы намерены все это осуществить? На пути к освобождению нам придется пройти 3 этапа. Первый этап
который уже начался и успешно идет, это распространение нашего учения. Когда оно достаточно распространится, мы придем к власти, и начнется второй этап – амнезиновая терапия всего населения. Вы хотите сказать, что людей будут насильно колоть амнезином? Отчего же насильно? Я же сказал, что к этому времени все люди проникнутся идеями афазитизма, и они сами с радостью сделают себе укол, который принесет им самое драгоценное, что есть на свете – свободу. Роль государства на этом этапе будет состоять в том, чтобы обеспечить всех граждан достаточным количеством амнезина, а также создать такие условия, при которых люди, забывшие речь, не смогли бы снова ей научиться от тех, кто умеет говорить, как это происходит после амнезиновой терапии сейчас. Поэтому тех, я надеюсь, немногих безумцев, которые пожелают остаться в рабстве слов, придется изолировать от здорового населения, чтобы они снова не заразили червями вылечившихся. Ничего не поделаешь, карантин. И сколько же времени этот карантин продлится? До тех пор, пока они сами не пожелают обрести свободу. Или же, если они окажутся рабами до такой степени, что не смогут расстаться со своим рабством, до тех пор, пока они не умрут. Но ведь у них могут быть дети, и они тоже научатся говорить. Детей мы им калечить не дадим. Мы отберем у них младенцев до того, как они научатся говорить. А кто все это будет делать? Поддерживать карантин, отбирать детей? Неужто бессловесные освобожденные люди? Разумеется, нет. Некоторым афазитам придется пожертвовать своей свободой во имя торжества афазитической идеи. Заметьте, последней идеи на земле. Мы надеемся, что такие самоотверженные добровольцы найдутся. Когда, кроме них, на всей земле не останется более ни одного человека, способного говорить и думать, их миссия будет завершена, и они тоже примут амнезин. Хорошо, допустим, все люди забудут речь, и не будет никого, кто смог бы их снова научить языку. Но не боитесь ли вы, что через несколько поколений люди сами изобретут какой-нибудь язык? Ведь и существующие языки кто-то когда-то изобрел. И тогда история цивилизации повторится, и ваши труды окажутся напрасны. Да, такая опасность существует до тех пор, покуда человек обладает, с одной стороны, гипертрофированно большим мозгом, и, с другой стороны, ничтожно малыми клыками, хрупкими когтями и слабыми мускулами. Такое опасное сочетание свойств буквально заставляет его думать для того, чтобы раздобыть себе пропитание, вместо того, чтобы просто пойти и ни о чем не думая взять все необходимое силой. Пока такие свойства заложены у человека в генах, речь может самовозродиться в любой момент. Чтобы избежать этой опасности, надо влить в генотип человечества свежие гены, дать людям сильные мускулы и острые клыки. И Господь, видя наше нынешнее бедственное положение, уже позаботился об этом. Он прислал к нам Василия Лебезьянова, человека будущего. До 7 лет Вася ничем не отличался от своих сверстников, нормально говорил и учился в школе на 3, а иногда даже и на 4. Однако годам к 10 начали проявляться некоторые странности. Он стал постепенно покрываться густой черной шерстью и начал испытывать затруднения в разговоре. Всех удивляла совершенно не детская сила его непропорционально больших рук,
А во время медосмотра зубной врач был поражен видом его огромных острых клыков. Дело кончилось тем, что однажды, прямо на уроке, Василий до крови укусил учительницу математики, пытавшуюся втолковать ему десятичные дроби, и выпрыгнул в окно. Класс был на 4-м этаже, но он ухватился за ветку соседнего дерева, раскачался на ней, перепрыгнул на следующее дерево и так по веткам и ушел в подступавшие к школе Чернобыльские леса, где и обитает по сей день, вот уже почти 10 лет. Ну вот, кажется, мы и пришли. Видите, там наверху огромное гнездо из веток. Телевизионная камера выхватила из листвы странное сооружение недалеко от вершины дерева. А вот и хозяин гнезда. Вон, видите, на суку сидит. И действительно, на толстом суку, неподалеку от гнезда, сидело странное, безо всяких признаков одежды, существо и перебирало свою густую черную шерсть, очевидно вылавливая насекомых. Услышав голоса внизу, оно прекратило свое занятие и с любопытством уставилось на людей. «Вы видите, какое единение, я бы даже сказал, слияние с природой! Какой экологизм!» – начал восхищаться лидер афазитов. «А какие у него ручища! Какой матерый человечище! Вот кто осуществит 3-й этап! Вольет свежую струю в угасающий и вырождающийся человеческий род. Василий Лебезьянов, спаситель человечества!» Услышав свое, еще, видимо, не совсем забытое имя, Василий встрепенулся, кивнул головой и с убежденностью в голосе твердо произнес «У». Затем, немного подумав, добавил «И заметьте, он разучился говорить сам, без помощи Абнезина. Вот как сильна в нем природа, как отторгает она от себя все искусственное, все привнесенное цивилизацией». «А это правда, что он похищает девушек из окрестных деревень?» «Правда». «И что же, удается их потом найти и вернуть домой?» «Не всех. Некоторые не желают возвращаться и остаются с Василием. Такой матерый человечище. Не всякая женщина может устоять. А все от жизни на свежем воздухе, в единении с природой». В этот момент из гнезда высунулась чумазая девичья личико. «Послушайте!» – закричала девушка. Она размахивала одной рукой, пытаясь привлечь внимание стоявших внизу. Другая рука стыдливо прижимала к груди обрывки платья. «Эй, послушайте!» Первым отреагировал на это Василий. Он занес над ее головкой свой кулачище и голосом, выражавшим высшую степень недоумения по поводу ее поведения, произнес Девушка тут же скрылась в гнезде. Задумчиво произнес Василий, покачал головой и грустно добавил, как бы говоря самому себе: «О, женщины!» «И что же?» – спросил журналист, пытаясь сгладить неловкость, возникшую в результате этого маленького инцидента. «У них уже и потомство есть?» «А как же!» – ответил афазит. «Глядите вон там, на ветках!» В густой листве на ветках действительно резвилось что-то вроде маленьких обезьянок. Между тем, эта небольшая семейная размолвка совершенно вывела Василия из равновесия, и он глядел на пришельцев внизу со все возрастающей злобой. «А что это он там в руках мнет?» – спросил журналист. «Черт возьми, да это же, кажется, его собственный Осторожно!» Но было уже поздно. Василий прицельно метнул то, что мял в руках, и оно размазалось по лицу лидера афазитов. Журналист зажал нос рукой, а лидер афазитов восторженно завопил: «Вы видели? Нет, вы видели? Его не сдерживают никакие условности, навязанные обществом. Захотел бросить и бросил!»
бросил. Вот что значит полная внутренняя свобода, истинное дитя природы, человек будущего. «Дурдом», — сказал Андрей и выключил телевизор.